Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на канале CryptoStudent. Сегодня у нас понедельник, а значит пришло время для еженедельного обзора. Давайте рассмотрим сначала, наверное, биткоин, да, потом весь рынок, рассмотрим капитализации, ну еще и заденем S&P 500. И посмотрим, куда можно еще успеть залететь, да, чтобы взять кусочек пирога с альтизоном. Что касается биткоина, то есть у нас было пробитие глобального сопротивления на прошлой неделе, да, то есть его ретест на уровне 43 700 и потом, естественно, сильный, хороший отскок. Сейчас мы приблизились к зоне сопротивления на уровне 48 тысяч долларов, это уровень сопротивления прошлых как раз таки хорошей поддержки, да, которая служила нам зоной для гипа, да, линии шеи. То есть, по сути, мы сейчас ее ретестим. То есть, сейчас мы стоим, да, но, тем не менее, если мы закрываем дневку еще выше 48, да, то есть, у нас образуется свечная формация, такая как PPR, то есть, бычий сетап на потенциал сходить выше, то есть это пробой, так полагаю, 49, то есть уход выше, да, то есть закрепление за уровнем 49.50, то есть как я это представляю, то есть вот так, да, то есть какая-то консолидация, вот, и тогда уже будет ясно, куда мы пойдем, либо же вниз, да, либо же уже в дальнейшем вверх, то есть как это пойдет, посмотрим. Это что касается биткоина, но тем не менее у нас был сильный такой сквиз, да, до 45 500, то есть на 2000 пунктов, да, текущих цен, но тем не менее закрыли опять-таки бычьим пин-баром, да, так скажем, молотом, то есть закрыли и тоже своего рода бычий сигнал на покупку. Но это дневной график, друзья, у нас. Что касается капитализации. Капитализация у нас сходила ровно на поддержку, сходила на 1,9 триллиона долларов и сейчас отскочила, то есть у нас тоже идет вот этот вот восходящий клин, да, то есть в виде накопления идет вверх, то есть он может отработать как и вниз, да, то есть это в район ближайший 1,8, 1,9, да, то есть ну куда в принципе мы вчера ходили на более сильную поддержку, но опять-таки может сходить выше, вот где-то на уровень сопротивления в район 2,3 триллиона долларов, куда в принципе я думаю мы сходим в ближайшее время, если рост соответственно продолжится. Капитализация альткоинов. Капитализация альткоинов у нас пробила свой флаг, да, ретестнула его как раз таки. Вчера, да, как раз таки сходили мы на 1 триллион долларов, это как раз таки зона прошлого сопротивления, да, теперь она стала поддержкой. То есть, опять-таки, закреплением выше этого уровня тоже нам, можно сказать, потенциал идти выше, то есть можем пойти ретестить вот это вот пробитое сопротивление, да, в потенциале может выглядеть как ушки, да, или двойная вершина. Но, тем не менее, посмотрим. То есть по капитализации, да, ретест есть и дальнейший рост тоже потенциал есть. Доминация тому подтверждение, то есть доминация у нас идет вниз, то есть отработка нашего гипа, да, то есть уход ниже, опять-таки пробой, да, у нас был линии шеи, то есть уход ниже, отработка по техническому анализу, если возьмем, да, то это уход в район 42%, то есть это на текущих еще можем вот половина пути, который мы сходили, да, еще сходить, то есть вот на 42, давайте поставим этот уровень и посмотрим в следующем обзоре, достигли ли мы данного уровня, либо же нет, то есть посмотрим. Отработал ли скажем, мои мысли. Вот. Это что касается доминации, да. Так, доминация третьего эшелона, кстати, что мне примечательно, да, вот позапрошлом, ну, точнее, в прошлом обзоре, да, когда я снимал в начале августа, это было, кстати, у нас вот вторая, как раз таки было вроде у нас начало, да, 2 августа, да, то есть как раз таки я там взял скриншот, то, что у нас был как раз таки в зоне ретеста, вот, она тогда находилась вот где-то здесь, вот, да, получается, да, вот она находилась как раз таки здесь, в зоне ретеста. Я предположил то, что если мы все-таки отскочим здесь, да, как мы, в принципе, сейчас сделали, да, то есть это был падающий клин, и будет отскок вверх. То есть если смотреть по теханализу, то отскок ни много ни мало, да, это в районе 22%. То есть что это может значить? То есть вся альта, которая лоу-сатошная, да, то есть она, которая низкая капитализация, ну, не может, ну, может и не лоу-сатошная, конечно, да, то есть просто низкая капитализация, то есть она будет стрелять, что, в принципе, мы и видели последние 2 недели, да, были альты, которые так находились в накоплении, просто стреляли очень сильно высоко. То есть следите за такими альткоинами, они, в принципе, которые не стреляли, я думаю, могут отстрелять. Также буду отслеживать, да. Из последних, в принципе, поймали Ncash и еще Clover. То есть они дали там почти x2, то есть очень хорошие монетки, хорошо отстреляли. То есть буду искать новые, да, если будут, естественно, маякну.
Так, это получается, что касается нас доминации третьего эшелона. S&P 500. Единственное, что мне, в принципе, сейчас немножечко напрягает, да, то это нахождение S&P, да, на высоких значениях, в принципе, и образование третьего касания дивера. То есть вот у нас третье касание дивера, оно, в принципе, случилось вот вчера, да, ну, то есть в пятницу это случилось, потому что у нас закрылась пятница, да, S&P, вот сейчас оно как раз таки скоро будет открыто. То есть пока работает премаркет, и премаркет у нас идет на снижение. То есть вот, то есть у нас ровная поход сопротивления, да, несколько касаний сопротивления. Вот, то есть если обозначить все зоны сопротивления, то это у нас здесь было касание, и здесь было касание. Ой, то есть наоборот, да, не зелеными, а красными. То есть вот, если мы как раз и пробьем его, да, то есть это будет такой зоны хорошей поддержки. То есть если мы пробьем выше, да, то есть сломаем диверы и так далее, то, конечно, я не буду переживать насчет падения, потому что это продолжится, наверное, вот где-то плюс-минус таким ростом. Это, наверное, уровень где-то 4600. То есть 4600, ну, для начала, да, преодоление это 4500, но, в принципе, эта уже зона не кажется такой далекой, чем 4600, конечно же. А если же нет, да, то мы пойдем, конечно же, к поддержке. Это вот район где-то 440, 4390 пунктов, то есть это вот эта зона поддержки, да, это опять-таки получится коррекция битка, то есть в районе, наверное, 44-45 тысяч долларов, то есть S&P все-таки игнорировать в этом случае не стоит, то есть если мы пробьем, да, пойдем ниже, то есть посмотрим, как отработает эта неделька, если у нас все-таки будет там поход вверх, да, то, конечно, в принципе, лонговать с правильным сетапом, да, и соблюдением риск-менеджмента вполне можно. Так, что касается, давайте уже перейдем к альткоинам, то есть эфириум. Эфириум у нас стоит на поджатии, если присмотреться там, на 4 часах давайте откроем. В принципе, на дневке у нас тоже закрылся с длинной тенью внизу, с маленьким телом вверх, тоже, по сути, сигнал на откуп. Так, 6 часов, да, давайте посмотрим. Вот 6 часов у нас закрылись звездой, то есть вот, возможно, как раз таки откат у нас небольшой. Вот, то есть у нас образуется сейчас вот такой вот плоский верх. В принципе, да, вот у нас есть зона сопротивления. По RSI, да, тут как раз пробьет, пойдет вверх, будет хорошим сигналом на откуп. То есть это вот преодоление 3350. То есть преодоление 3350, полетим, наверное, сразу где-то на 3500, на 3600 хорошим импульсом. Что касается эфира, вот у нас данная поддержка, в принципе, была не пробита, да, то есть, в принципе, если эфир сходит, то это вот, наверное, тоже не обновит свой минимум. Кстати, видите, минимум у нас не обновлялись, то есть они все время повышались, и вот тем самым, кстати, вот у нас на 6 часах был PPR, хороший, кстати, тоже сигнал был. Но, тем не менее, пока он на откате, да, то есть зона эфира, это вот где-то 3,230 я бы откупал, да, и вот до 3,130. То есть вот зона это, и в принципе стоп вот как раз за 3000, наверное, да, хороший стоп будет, в принципе, на текущий момент стоп за 3000. То есть средний это где-то в районе 3170, то есть в районе 5% стоп и потенциал, если у нас рынок пойдет вверх, да, то есть это вполне до 4000 долларов эфир у нас может долететь. То есть это с текущих в районе 20% эфир еще может дать. Что касается BNB, так, BNB, помню, давал сигнал, да, когда-то, что откупали по 355 баксов, ну, в принципе, да, вот, идет хорошенько BNB вверх, вот, со времени уже, ну, тоже вот плюс 20%, то есть вот восходящий канал мы пробили, протестировали, отскочили и идем дальше вверх, то есть BNB, это вот у нас обновление сейчас пойдет вот этого, да, максимума, если мы сейчас его успешно обновим, то пойдем как раз таки вот в эту зону, это где-то район 500 баксов по BNB. ADA после пробоя своего вымпела, это, кстати, как раз таки это было в прошлом обзоре, я так полагаю, это вот было 2-3 августа, да, то есть я вот рисовал этот вымпел, и, в принципе, он себя вполне отработал, пробили сопротивление, да, пошли выше, вот, в принципе, реакция на цену довольно-таки очень хорошая, то есть, вот, в районе, ну, даже 70% получилось отскок. Так, XRP. XRP тоже отскочил, вот я ждал его, наверное, в районе 0,9 бакса, да, в принципе, вот двойное дно, ретест, в принципе, это все отработало, и, в принципе, да, XRP порадовал даже больше, чем другие альткоины могли бы, да. Так, дальше, Dogecoin.
Dogecoin тоже отскочил, да, но заметьте, друзья, уже все топы, да, неплохо отскочили, то есть где-то здесь, да, может быть как раз и потенциальный отскок вниз, да, на какую-то коррекцию, либо же формирование какой-нибудь там новой фигуры продолжения тренда и уже от нее идти куда-то вверх, то есть я присматриваюсь вот именно к таким сетапам, то есть где есть откат, да, и потом идет дальнейший рост вверх. Кстати, такой сетап я дам как раз сейчас в конце видео, так что досмотрите до конца. DOT у нас вообще хорошо отработал, да, чуть-чуть не дошел, кстати, на самом деле до моей цели, чтобы я хотел откупить по 10, да, но тем не менее его не дали. То есть вот DOT у нас вырос как раз с 3 августа уже более чем на 50%, то есть растет как на дрожжах. Не остается, в принципе, и EOS, да, то есть EOS на тот момент у нас находился на уровне как раз около сопротивления, здесь была зона сопротивления, тоже двойное дно, ретест и поход наверх. 1Инч я вроде как давал как раз тоже в недавнем сигнале, тоже в принципе себя отработал, забрал 2 тейка. Тем, кстати, вас и поздравляю. Так, дальнейший, я думаю, поход это где-то вот в район поддержки, да, если будет, то в принципе можно смело откупать, то есть в районе 2,9 со стопом где-то в районе 2,6 баксов. Так, ну и теперь рассмотрим, да, что же у нас есть сейчас интересного. Я прикупил немного позиций по филу. По филу у нас такие цели, то есть я взял его на уровне 74. Сейчас немножко произошел отскок, да, но тем не менее еще актив можно купить. Почему взял? Потому что есть, имеется треугольник с плоским верхом, да, уже сейчас уже имеется пробой, да, вот первый тейк 78, следующий 82,5, 87,3, 93 и 100 баксов. То есть я ожидаю поход туда. Почему 100 баксов? В принципе, это обновление вот этой вот вершины. Цели это расположены по уровню, в принципе, тем по уровню сопротивления, где имеется проторговка. Также у фила имеется у нас треугольник с плоским верхом, ну, либо же можно ассоциировать это тоже как бычий вымпел. Ну, в любом случае, это движение вверх и довольно-таки, думаю, хорошее. Потому что ожидаю по филу как раз это преодоление вот этой зоны, да, зоны проторговки и, конечно же, поход вверх. То есть это поход вверх, если у нас будет, да, то это будет хороший скачок фила именно к битку. И, в принципе, 100 баксов, да, не покажет такой большой проблемы. Так что, ребят, возьмите во внимание фил, да, потому что стоп довольно-таки сейчас недалекий. И, в принципе, можно хорошо забрать движение. Также поздравляю всех, друзья, кто забрал со мной Ncash, потому что я давал рекомендацию в приватной группе, когда он стоил там 74, вот мы первую покупку делали, и потом доливались по 77, в принципе, средняя у нас была в районе 75. Но потом я выпустил видео, обзор, да, когда, в принципе, он находился в уровне 80, даже с уровня 80, да, то есть когда даже был отскок вниз, да, тем не менее, больше 50%. То есть я ожидаю похода до последнего тейка. У меня осталось совсем немного, там в районе 15% от позиции, но тем не менее от моего входа это будет полный X2. То есть это вот уровень сопротивления, такой уже более сильный, потому что, как говорится, как актив падает, да, плюс-минус он также и растет. То есть просто зеркалка отрабатывает туда наверх, вот, и в принципе 150 я потом фиксировал уже почти всю позицию. Что касается, да, то есть по остальным монетам, Clover хорошо, да, то есть тоже отстрелялся, X2, в принципе, уже топ альты, друзья, все отлетели, да, смотрите, небольшие там лоу-сатошные монеты, которые находятся в консолидации, либо же с небольшим, да, там, скажем, капитализации, да, которые еще не пампили. То есть, если обращаете на них внимание, обязательно смотрите, насколько они выросли. То есть, если они выросли очень сильно, да, то, конечно же, рост в дальнейшем может быть более слабым. То есть, ну, опять-таки, зависит все, конечно же, от фундаментальных новостей. Если фундаментал все это поддерживается, то, конечно, можно брать такую монету. Вот именно берите то, что, в принципе, которое выросло, да, и имеет сейчас зону консолидации. То есть, как раз здесь можно набирать хорошую позицию, да, и с ясным стопом, куда его ставить. В принципе, друзья, на этом у меня все. С вами был Криптостудент. Если понравилось данное видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот. До скорых встреч!